Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и в этом видео я буду собирать довольно легендарный набор. Это фирма Dragon, это довольно старый набор еще к тому же, и я буду собирать тигров. С тигров я начинала свой путь в моделировании. Я заметила, что вы тоже в последнее время очень любите смотреть немецких кошечек, так что давайте вместе посмотрим, что внутри, и соберем. Поехали! И передо мной коробка тигра. Это довольно раритетный набор от фирмы Dragon. В последнее время она уже не выпускает модели. И этот набор тоже довольно древний. Наверное, нету даты. 2006 года она. Эта модель. Из нее мы можем собрать два тигра. Собственно, у нас тут есть два тигра. Это модель первого раннего тигра. Это мы можем увидеть даже по каткам. Ну и она сделана с цимеритом. А цимерит — это такое специальное покрытие, которое защищает танк от магнитных мин. Сделано, кстати, довольно качественно. Это защитное покрытие. В наборе инструкция. Инструкция сделана аж в цветном варианте. И сейчас никто так не делает. И мы сразу можем даже в одном флаконе получить и инструкцию по окраске, и по сборке. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ и заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. И также представлена инструкция по окраске, которая представляет 4 варианта на разных фронтах службы этого тигра. В наборе присутствуют детали из фототравления, решетки, также стальной трос. И интересно, что детали, которые защищают выхлопные трубы, они уже имеют выгнутую форму, и мне не придется тоже фототравленную деталь, грубо говоря, специально по шаблону изгибать. В наборе какие-то виниловые гусеницы, но, скорее всего, это просто довольно мягкий пластик. Собственно, и все. Давайте приступать к сборке. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Сборка китайского тигра была относительно простой. Хитрая немецкая подвеска дана 3 деталями. С одной стороны, это облегчает сборку, но с другой стороны усложняет окраску. А вот спустя 80 лет шахматные катки продолжают усложнять жизнь, и на этот раз моделистам. Решетки вентиляционных отверстий даны фототравлением, а его я приклеиваю на суперклей. Для точного нанесения я использую зубочистку. Изучая статистическую информацию, а также сведения о конкретных немецких танкистах, невольно обращаешь внимание на несколько закономерностей. Во-первых, это заявочный и зачастую бездоказательный характер сведений. Например, указывается, что Отто Кариус подбил 160 танков, а по мнению некоторых исследователей, опирающихся на слова самого Кариуса, даже больше, что-то около 180. Но кто и где их считал, если их не считал сам Кариус? При пристальном рассмотрении обнаруживается, что во многих случаях источником информации являются сводки Вермахта, которые воспринимаются некоторыми авторами как документы Генштаба, но на самом деле это информационные ежедневные радиосообщения. Своего рода это аналог Совинформбюро. Вы доверяете таким? И все, после сборки башни модель готова к окраске. Окраску я начала с грунтовки. У модели присутствуют детали из разных материалов, и поэтому грунтовка в этом случае это обязательный процесс. После грунтовки я выделю черным цветом углубление рельефа модели и с особым акцентом на вентиляционных отверстиях и на ходовую часть. В этом наборе были даны детали для 2 тигров, и окраска у них будет разная. Первый я оставлю в желтом немецком оливковом цвете,
а второй будет в хитром тигрином камуфляже. Для этого я покрою модель вначале в цвет камуфляжа, это будет темно-кирпично-коричневый цвет. И потом, после его высыхания, я нанесу субстанцию для оформления камуфляжа от фирмы Machete. Модель тут очень маленькая, и поэтому мне приходится делать очень маленькие колбаски, которые я располагаю согласно паттерну. А также при исследовании боевой карьеры и побед практически любого немецкого танкиста удается обнаружить конкретный эпизод, не соответствующий действительности, или хотя бы весьма сомнительный. Создается ощущение, что где-то когда-то кем-то создавалась некая легенда, кочующая из одного издания в другое. Но если у немецких авторов есть основания для культивирования подобных легенд, то нам зачем этим заниматься? Справедливости ради следует отметить, что даже при огульном сокращении вдвое числа немецких побед они в среднем будут заметно выше числа побед советских танкистов. И это факт. И против него, как говорится, не попрешь. А вот задаться вопросом, почему этот факт имеет место быть, стоит. Так в чем же причина более высокой результативности немецких танкистов? И основных факторов, влияющих на нее, три. Это человеческий, технический и тактический. То есть, проще говоря, результативность напрямую зависит от того, кто стреляет, из чего стреляет и как стреляет. Конечно же, понятно, что факторов этих гораздо больше, причем как объективных, так и субъективных. Но нельзя, например, совершенно исключать тот факт, что это может быть случай. Невозможно объективно учесть такой субъективный и в полном смысле этого слова фактор, как физиологический. Как известно, человеческие глаза – это природный дальномер. Благодаря им мы определяем расстояние, как говорится, на глаз. Людей с абсолютно точным настроенным дальномером не так много, не говоря уже об остроте зрения и других параметрах. Судя по всему, такие наводчики, как Курт Книспель и Бальтазар Боль, например, обладали абсолютным зрением и точно настроенным внутренним дальномером. Это давало им очевидные преимущества в бою. Судя по имеющимся описаниям боев с их участием, они стреляли очень быстро и точно. На этом основании можно сделать вывод, что расчетом упреждения в уме при стрельбе по движущейся цели они не занимались, а определяли его на глаз. И в общей массе таких наводчиков было немного. Наверняка имелись такие люди и в танковых войсках Красной Армии, но мы о них, к сожалению, ничего не знаем. И так на результативность того или иного экипажа могло влиять очень много факторов, от серьезных до курьезных, но все-таки главные из них три вышеперечисленных. Потом, после нанесения желтого цвета, я сняла маски, и настало время ручных работ. Мне надо будет помучиться с резиновыми бандажами катков и также с мелким шансовым инструментом. Mächtiger Panzer, schwer und schnell. Tiger greift an und auf Walzer. Sie steuern auf dem Feld und besiegen stark und monumental. Mischt das Feuer durch das Leid, kämpfen bis zur Dunkelheit. Jeder Schuss ein Blick. Образ Железного Тигра у меня ассоциируется со страшным и в то же время раненым врагом, поэтому я обязательно нанесу сколы на поверхность боевой машины. У камуфляжного варианта я сделаю сколы камуфляжа до базовой краски, а вот желтый тигр обдерется до металла. Коричневой смывкой я выделю рельеф танков, и особенно он будет интересно смотреться на Циммерите. Mächtiger Panzer, schwer und schnell. Tiger greift an und auf Walzer. Sie steuern auf dem Feld und
mit mir. Масляными красками я придам моделям более интересную цветовую гамму. А, кстати, более подробно об этом процессе я рассказывала в одном из моих кружочков в моем телеграм-канале. Der Motor brummt wie ein Herzschlag. Ich spüre die Kälte nicht. Metall wird warm durch meine Kraft. Stärker als gestern, härter als Stahl. Mensch oder Maschine, die Grenze verschwimmt total. Fleisch wird Metall, Macht durch Stahl. Fleisch wird Metall, Macht durch Stahl. Fleisch wird Metall, ich bin all, endlich Stahl. Panzerplatten schließen sich um mich. Сухой кистью я выделю рельеф боевых кошечек. Stark, Mischlichkeit zerbricht, wird kalt und hart. System läuft, Sensoren scharf, Ketten greifen nicht auf. Nicht mehr zurück, nur nach vorn. Bin ich Fahrer oder bin ich Motor? Treibstoff fließt wie Blut zur Wut. Mensch, Maschine, Symbiose tot. Ketten jeder sind mein Rückgrat. И также приемом сухая кисть я пожелезню тигриные лапки, то есть траки. Перенесу декали на броню. И помимо номеров и крестов я перенесу и очень харизматичную эмблему танкового батальона в виде средневекового рыцаря. А пигментами я закопчу дульные тормоза пушек и также выходы выхлопной системы. И напоследок я поржавлю траки ржавым пигментом. Ich bin wie der Panzer, ich bin die Maschine. И вот такие тигры у меня получились. Они, конечно, получились довольно разные, при этом довольно одинаковые. Ну и эти модели тоже отличаются несколько конструктивно, ну, совсем малость. И надеюсь, это видео вам понравилось. До новых встреч. Пока-пока. Не забывайте писать комментарии в ВК, а то вы смотрите, а никто не пишет. Mächtiger Panzer, schwer und schnell. Tiger greift an und